Здравствуйте, друзья! Странные привычки американцев. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то, пожалуйста, подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Автор Александра. Канал Александры между Нью-Йорком и Бостоном. Когда, приехав в Штаты, я осознала, что многие и, казалось бы, очевидные для нас вещи американцы делают по-другому, я повесила на холодильник листок бумаги и стала записывать туда свои наблюдения. Привычки и странности. Именно так я заглавила этот листок, и на сегодняшний день таких листков на холодильнике уже висят 2. Я живу в Штатах уже несколько лет, и вроде как все должно быть уже привычным и повседневным. Но до сих пор некоторые бытовые мелочи могут меня от души развеселить. Сегодня я расскажу всего о 5 наблюдениях из этого длинного списка. А вы сами решайте, странные они или нет. Первая странность. Облизывают градусники. Впервые попав в американскую больницу, со мной произошел небольшой конфуз. Я жаловалась на боль в ухе. А при заполнении документов необходимо было сделать кое-какие измерения и замеры. Рост, вес, давление. Муж пошел разбираться с нашей страховкой, а я осталась 1 на 1 с медсестрой, которая заканчивала оформлять больничный бланк. Медсестра постоянно проговаривала, что нужно делать или что делает она. Но на тот момент мой английский был на уровне «My name is Sasha» и «London is capital of Great Britain». Поэтому все ее монологи для меня были подобны щебетанию птиц. Красиво, но совершенно непонятно. С помощью жестов наша процедура медленно, но уверенно продвигалась вперед. И когда дело дошло до измерения температуры, и медсестра протянула мне градусник, я, зная наверняка и не дожидаясь инструкций в виде жестов, быстро отправила его под мышку. Глаза медсестры округлились, и она стала требовать градусник обратно. А когда я его вернула, отправила его в отдельный контейнер. На счастье подоспел муж, который пояснил слова перепуганной медсестры. Оказывается, градусник нужно было класть в рот. Позже, попав в детское отделение больницы со своей дочкой, мы обратили внимание, что температуру ей измеряли спецаппаратом, который просто приставляли к уху на пару секунд. Муж шутил, что после моей выходки они заменили все градусники на такие. Вторая странность. Ходят по дому, не снимая обувь. Еще по американским фильмам заметила, что герои, приходя домой, не разуваются при входе. Тогда я сочла это нюансами съемки, но не как национальной особенностью. Приехав сюда, я была удивлена, что многие американцы действительно не снимают обувь, входя в дом. Однозначно на улицах у них чисто, и привычной нам пыли, которая оседает на всей мебели, у них тоже нет. Во всяком случае, там, где я жила. Да и ходят американцы пешком, только до гаража и обратно, не так, как мы. Но все равно, для меня до сих пор это как-то дико. Я пыталась применить эту же модель к своему дому, но решила, что ходить целый день обутой даже в самой удобной обуви не смогла бы. А может, все дело в привычке? Третья странность. Никаких цветов. Американские парни, когда ухаживают за девушкой, не дарят им цветы. Парня, который придет на свидание с букетом, будут считать неудачником, пытающимся таким способом привлечь к себе внимание. Зато можно послать букет цветов с курьером и карточкой. Это будет зачтено как плюс. Я до сих пор не пойму, в чем разница, ведь в итоге это будут все те же цветы. Четвертая странность. Именинник не выставляется. День рождения в Штатах празднуется в нашем понимании очень непривычно. Именинник с компанией друзей, если таковые у него есть, обычно идет в какой-то бар или ресторанчик, где его друзья в складчину оплачивают за него счет. Это и есть подарок. При этом это будет самый обычный повседневный ужин из привычных блюд. Ну, или по бутылке пива еще закажут. Может случиться, что в конце имениннику принесут маленький кекс с зажженной свечкой и споют «Happy Birthday»,
это будет считаться вообще полноценным праздником. Никаких застольев, вкусняшек, попоек, подарков от коллег и друзей по работе и всех привычных атрибутов нашего дня рождения нет. После того, как американец уходит из детства, дни рождения становятся просто датой. Пятая странность. Никаких замечаний. Помню случай у нас на родине. Молодые люди залезли с ногами на стоявшую на детской площадке лавочку. Они пили пиво, а окурки бросали себе под ноги. Проходившая мимо женщина сделала им замечание, но в ответ услышала много интересного в свой адрес. В Штатах никто не делает замечаний и никогда не выясняет отношений. Ваши соседи громко слушают музыку, устроили вечеринку у себя на газоне, курят в неположенном месте. Не нужно никого поучать. Американцы просто звонят в полицию, и с этим разбирается офицер. Ни одно нарушение, даже мелкое, не остается без внимания чутких и законопослушных американцев. И даже если это не затрагивает их напрямую и никак им не мешает, они все равно об этом сообщают куда следует. Потому что так нужно. Не успел ты подстричь свой газон, тут же приезжает полиция, любезно вызванная соседями, и тебе выписывают штраф. Оставил детей 10 и 7 лет одних дома, а сам промотнулся на машине за пивком? Когда ты через 10 минут вернешься домой, вполне возможно, что на крыльце тебя уже будут ждать полицейские. И как минимум штраф тебе обеспечен. А что вы думаете про эти 5 пунктов? Кажутся ли они вам странными? Или наоборот, считаете это логичным? Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.